наверное, вечер удался сегодня. Да, да, прекрасно все было, спасибо. Классно потусили, пообщались, погуляли. Лайки поставили, все не забыли? Вот мы и дошли до ангела, то есть до ангела, до замка Святого Ангела. Кому интересно, видео есть у меня на канале, оставлю ссылку. Оно, правда, старое, и это только канал открыл. Многие прогуливались возле этого знаменитого замка, но мало кто добирался наверх. И вот он ангел, и вот все виды отсюда. Какой вид здесь шикарный. Напоминаю, сегодня День независимости Италии. Какие здесь внутри стены. Вроде стена, а все равно интересно. 2000 лет построено назад. Ядра, наверное. Ну да, точно. Вот эта стена, что мы видели ее снаружи, такая она внутри. Блин, ветер. Наверное, метров 6-7. Здоров. Какие тут страсти, мордасти. Отсюда они ядра кидали, наверное. Это какой-то прицел был. Я не знаю, что просто выкатывали и все. Прикольно. Люди сидят здесь. А, тут и что? Ресторанчик, что ли, есть? Вот такая очередь. Сколько они труда вложили в это все. Господи, как эти скорые помощи воют постоянно. А здесь тоже можно что-то скидывать было. Железяку поставили. То есть если кто-то лезет по стене, вы ему ой, я извиняюсь, на голову. И он мертвый. А тут из-за угла можно было стрелять. Видите? Тебя не видно, а ты просто кидаешь туда ядра. И все. Ну, блин, опять чайки. Он везет мне на этих чаек. Теперь уже
птенцом. Типа, поближе не подходи, она будет ругаться. У нас фотоаппарат крутой. Такие здесь стены прикольные. Напоминаю, постройка 2000 лет назад сделана. Здесь была и тюрьма, и резиденция, и много чего. Очень прочный. Ну вот мы пришли на еще один оборонительный объект. Проверим, или враг есть. Здесь сюда пушка, наверное, совалась. Точно, а не ядра. Врага нету. Одни мирные туристы. Такая штука. Видите, тут со всех сторон. Откуда ни подошли, есть подход и можно защищаться. Прогулка закончена, идем на выход. Давай, да, они поспроси. Да? За 2 дня. Кто-то мне в комментарии написал, что немного нудновато. Понимаете, я хотел вам передать всю атмосферу, чтобы вы прочувствовали. Я бы мог целое видео болтать или загрузить его музыкой, или просто через каждые 3 секунды мелькал бы кадр, но тогда вы не прочувствовали то, что я хотел вам передать. Было еще лучше. А что там в метро? Ну, может, и лучше что-нибудь. Вот идут по периметру. То есть такой экранчик, на него смотришь. Получается где-то 15 евро. 15-20 евро. Только через Коста либо Турция. Дальше там девчонка красивую песенку спела, надеюсь, YouTube не заблокирует. Ну а если заблокирует, придется удалить, извиняйте, будет типа брачок.
Ну вот так вот вам объясню все сложности. Уже снял, выложил на YouTube видео. И мне пишет авторские права. Все. Вот из-за того, что человек просто стоит на площади, поет такие песни, вы не можете снять видео для YouTube, то есть естественным образом. И даже я отошел 100 метров вперед, все равно слышно ее песню. А как же вот снять? Понимаете, какие проблемы? Вот и получается такая вот чушь. Ну, как вы догадались, направляемся мы к Ватикану. Вовнутрь Паша завтра туда пойдет. Чем хорошо в августе прогуливаться здесь? Мало людей, все в отпусках. И, как видите, народу, ну, совсем ничего. Вот это убежала, испортила всю картинку. Так как? Я думала, что ты хочешь сделать фотографию. Я хотел вас снять. Я говорю, что мне в Италии нравится, что, во-первых, климат, во-вторых, что здесь море есть, даже не в Италии, а вот рядом с Римом. Ну да, тут недалеко. Да. И все остальное уже как бы прибудет. Я когда-то и думал, когда уезжать с Украины, думал, блин, может в Россию. Думаю, холодно. Это сразу у меня было нет, потому что холодно. И тогда наши ездили много в Москву. Говорят, там дурят, блин, там не платят. К сожалению, да, такое бывает на рабочих вот специальностях и так далее. Да. Ну, я слышал про это, да. Он может снять даже нашу ссору. Наши ему пофиг, что он снимает. Главное, Выложить на что бусте. снимает. Выложить на бусте за Ладно. Не, на самом деле... Да, у нас очень популярен, все логично, что... Ну как, что у человека внутри, то... Мама, что тебе такое? О, разная на самом деле кухня. Потому что, ну, как это, у нас считается, что больше, например, русская плюс живет, знаешь, что это кажется. Вот. Но, вот. Больше это классная история. Потом, ну, всякие пельмени, там, что, вообще, продают, что ли? Зато током там живет. Вот это. Ну, я так говорю, это все фигня. То есть в Америку больше веришь, да? Чем больше веришь, тем вроде как ты туда приехал, оно тебе больше нравится. Там. Так, ну, видимо, они меня, ну, естественно, не знали, новый человек. Тем более, тем более наши, как бы, наши женщины, постсоветские, советские, то есть они все-таки отличаются от других стран. Конечно, они- Особенно от Германии, там вообще Они другое. улыбаются, как тот цветочек, да? И сейчас... Tá bom?
Эта арка — настоящий памятник победам древних римлян. Эта арка Константина была построена 1700 лет назад, чтобы отпраздновать победу императора Константина. Под этой аркой проходили войска, празднуя свои триумфы. У меня под ногами камни, которым больше 2000 лет. Это часть античных улиц Рима. Дорога датируется примерно веком до нашей эры, еще до строительства самой арки. Наконец-то поубирали все заборы. И я на Колизее. Жду Пашу. Сегодня второй день прогулки будет. Он там закончит свои похождения по этим катакомбам и развалинам. Я ему сочувствую, там пекло просто. Камни раскаленные. И сейчас полдень. В общем, прогулочка здесь сегодня. Полчаса ожидания в очереди, и это уже римский форум. В данном случае это арка Тита. Вот, это здесь уже вот эти вот руины, так скажем, форума. И дальше. Напротив Колизея тоже есть музей под открытым небом. Паша любезно для нас снял видео, что же там находится. А я вам объясню, что ж там находится и что ж там находилось 2000 лет назад. Проще говоря, это остатки тренировочной школы гладиаторов. Называется Ludus Magnus. Построили его при императоре Домициане. Отсюда подземным коридором гладиаторы попадали прямо в Колизей. Теперь там остались только развалины фундамента, каменные блоки, и оно выглядит как кусок музея под открытым небом с булыжниками и стенами. Это вот уже римский Колизей воплоти. Конечно, сооружение очень крутое. Это вот пока первый этаж. Получается, по внешнему периметру, по внешнему овалу. Здесь основная булка идет. И, видимо, потом лестница на вторую. Раньше Колизей был облицован белым травертином и мрамором. То, что сейчас мы видим, это просто голый скелет арены. В средние века часть мрамора сняли и использовали для строительства других зданий в Риме. А арена накрывалась огромным парусиновым навесом. Его натягивали моряки римского флота. Он защищал зрителей от солнца и дождя. Система была очень настолько продуманная, что тенды двигались и создавали тень на трибунах. Hasta lo blanco que dice ese árbol. También tú mirado, pues muy bien. Ahí sí, ya, ¿no? Creo que no, o sea, creo que sí se puede llegar. Y el parquín no puede ir para
Нашел где посидеть. Жарко. Дождался я Пашу. Паша вышел, остывает. Спросим, какие у него впечатления. Впечатление прекрасное. Все-таки Колизей — это такой прямо вот классика Рима, да, все ее слышали, все знают, и впечатление потрясающее. Приходишь, действительно, такое очень внушительное сооружение, дух такой определенный, да, то есть видно, что здесь были баталии, да, то есть вот, как-то это чувствуется. Вот. И помимо этого, так достаточно вообще сделано классно, все так надежно, очень надежно, да. То есть это прямо непередаваемо. Конечно, всем надо побывать. Своей ты поставишь уже галочку? Да, нет, Здесь я в Колизее был. надо Здесь я побывать был. каждому, Тоже 100%. приезжала дочка моего корефана. Я ее начал водить по всему Риму, туда-сюда. Она говорит, нет, я хочу сюда, и все, больше мне ничего не надо. Колизей нас уморил. Прогулку мы продолжаем, но посмотреть вы его сможете в следующей серии. Пока, всем пока.